Представь, что внутри каждой клетки твоего тела лежит невидимая библиотека. Не метафорически, буквально. В этой библиотеке записано все. Твой рост и цвет глаз, особенности нервной системы, как работает сердце, как заживает кожа, даже то, как твой организм будет стареть. Эта библиотека – молекула ДНК. И вот главный вопрос, который сегодня звучит почти крамольно. Если это код, то кто его написал? Слепой хаос химических реакций? Или что-то, что мы привыкли называть словом «разум» или «бог»? Давай попробуем честно, без фанатизма, посмотреть на то, что уже знает наука. И там, где заканчиваются факты, аккуратно обозначим место, где начинаются версии. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. Но это сухое определение мало что дает. Проще так. Все живое на Земле состоит из клеток, маленьких городов. У каждой клетки есть своя стена, свои электростанции, фабрики, системы очистки и ремонтные бригады. А в центре этого города есть администрация, ядро. И вот именно там, в ядре, лежит длинная-длинная нить ДНК. Главный чертеж организма. Если вытянуть ДНК из одной человеческой клетки, ее длина будет около 2 метров. 2 метра информации, упакованные в ядро диаметром примерно несколько микрометров. Это меньше толщины человеческого волоса в 1000 раз. То есть мы имеем дело не только с химией, но и с невероятным управлением информацией в микроскопическом пространстве. Чтобы эти 2 метра кода не превратились в хаотичный клубок, в клетке есть целая система упаковки. ДНК наматывается на специальные белки-катушки, гистоны, как нить на бобины. Эти бусинки на нитке образуют нуклеосомы. Потом нити скручиваются, укладываются петлями, еще раз скручиваются, и в итоге мы получаем хромосому, плотный, компактный, сжатый архив. Эта упаковка решает сразу несколько задач. ДНК физически помещается в ядро. Молекула защищена от повреждений. Клетка может управлять доступом к разным участкам кода, какие гены открыть, а какие оставить закрытыми. То есть это не куча случайных нитей. Это многоуровневая система хранения данных. И вот здесь начинается самое интересное, потому что когда мы видим такую сложность, внутри нас почти автоматически поднимается вопрос: а как это вообще все появилось? Есть несколько больших линий объяснения, и каждая из них по-своему красива и по-своему ограничена. Первая линия строго научная, натуралистическая. Она говорит: никакого замысла нет, есть только очень длинная цепочка случайных химических реакций, мутаций и отборов, растянутая на миллиарды лет. Жизнь – результат огромного числа проб и ошибок. Мы пока не можем воспроизвести этот путь в лаборатории от начала до конца, но по кусочкам видим, как работает эволюция, как меняются виды, как перестраиваются гены. С этой точки зрения ДНК – продукт колоссального, но все же безличного процесса. Вторая линия – идея разумного замысла. Она не обязательно про религиозного старика на облаке. Скорее про то, что за языком ДНК стоит какой-то уровень разума, который оперирует информацией и законами. Как минимум, разум Вселенной, поля, некой надличной структуры, которая однажды задала правила игры. Сторонники этого подхода говорят: когда мы видим код, язык, протоколы, мы обычно предполагаем автора. И ДНК здесь напоминает не стихийную лужу, а отлично спроектированную операционную систему. Есть и третья линия, более современная, гипотеза симуляции и информационной реальности. В ее рамках ДНК – это не строительный материал, а часть программного кода большого процесса. Как если бы кто-то однажды запустил гигантскую модель жизни, а ДНК стала базовым форматом записи данных в этой модели. Здесь уж речь идет не только о Боге или природе, а о том, что мы живем внутри гораздо более сложной информационной структуры, чем привыкли думать. И, конечно, существует скептический взгляд, который говорит: мы пока просто слишком мало знаем.
Любые разговоры о Боге, симуляции или космическом разуме – это попытка закрыть дыру в понимании красивым словом. С этой точки зрения честнее признать: да, ДНК невероятно сложна. Да, мы видим язык и архитектуру, но выводы о Создателе – это уже область личной веры, а не строгой науки. Важно другое. Какой бы из этих взглядов тебе ни был ближе, факт остается фактом. Мы имеем дело с системой, где информация, структура и процесс переплетены на таком уровне, что привычные слова «случайно» или «просто природа» уже не дают внутреннего удовлетворения. И вот здесь начинается самое интересное – не спор о том, кто прав, а честный разговор о том, как мы сами выбираем смотреть на эту сложность. Теперь давай посмотрим на ДНК не как на кислоту, а как на язык. Компьютеры работают на двоичном коде – 0 и единица. Два состояния – есть ток или нет, включено или выключено. ДНК использует 4 буквы, 4 азотистых основания – аденин, тимин, гуанин, цитозин. Комбинации этих букв образуют гены, а гены – инструкции. Какой белок синтезировать, в каком количестве, где и когда. Но даже это еще упрощение. В компьютере код устроен линейно, строка за строкой, бит за битом. В ДНК все иначе. Во-первых, это двойная спираль, во-вторых, она еще и упакована в трехмерном пространстве. То есть один и тот же участок ДНК может взаимодействовать с другим участком, который находится далеко по линейной последовательности, но рядом в трехмерной структуре. Представь книгу, в которой текст читается не только слева направо и сверху вниз, но еще и сквозь страницы, в объеме. И при этом все эти пересечения смыслами согласованы. Мы научились читать ДНК линейно, буква за буквой. Но язык трехмерной упаковки, язык пространственных взаимодействий до конца не понят. Ученые честно говорят: мы пока только в самом начале пути. Мы переписали буквы, но еще не до конца понимаем грамматику. Теперь еще один уровень сложности. ДНК сама по себе не делает ничего. Нужно, чтобы ее прочитали и перевели в действие. Для этого в клетке есть целая армия молекулярных машин. Фермент хеликаза расплетает двойную спираль. ДНК полимераза копирует цепь, используя старую как шаблон. РНК полимераза переписывает фрагмент кода в РНК. Рибосомы по этой инструкции собирают белки. Моторные белки переносят грузы по белковым дорогам внутри клетки. Если посмотреть компьютерные модели этих процессов, они выглядят как нанороботы, шагающие по микроскопическим рельсам. Сложные краны, которые что-то отрезают, переносят, вставляют. Скорости и точности здесь запредельные. Хеликаза может расстегивать ДНК на 1000 букв в секунду, а ошибки исправляются специальными ремонтными комплексами. Мы видим не просто молекулы, а согласованную систему производства, логистики и контроля качества. Каждый белок – это не просто кусок вещества, это трехмерная структура, у которой есть форма, поверхность, активные участки. Количество возможных вариантов белков и их пространственных конфигураций настолько велико, что математически это почти бесконечное пространство комбинаций. Но в живой клетке работают именно те конфигурации, которые идеально подходят друг к другу как ключ и замок. Есть структуры вроде кинетохора, сложнейшего белкового комплекса, который следит за тем, чтобы хромосомы правильно разошлись при делении клетки. Он, как точный сенсор, чувствует натяжение микротрубочек, подает сигнал «стоп» или «можно делиться», запускает следующий этап деления. Чтобы все это работало, нужен не только набор деталей, но и язык сигналов. Кто кому что передает, какой импульс означает «подожди», какой «начинай», как комбинируются временные паттерны, частоты, длительности. И честный ответ сегодня такой:
язык этих сигналов до конца не понят. Многие элементы известны, но целостный протокол системы нет. И здесь мы подходим к самой болезненной теме. Можно сколько угодно подробно описывать, как устроена упаковка ДНК, как работают молекулярные машины, как белки находят свои места. Но остается еще один уровень. Откуда взялся сам язык, на котором все это написано? Мы знаем, что ДНК – это носитель информации. Код сложный, плотный, многослойный. Есть система чтения, копирования, коррекции ошибок. Есть язык сигналов, управляющих процессами. В природе мы не видим примеров, чтобы сложный язык с грамматикой и протоколами сам по себе возникал из хаоса символов. Компьютерная программа не рождается, если бесконечно долго перемешивать нули и единицы. Музыкальная симфония не появляется, если просто бросать ноты в случайном порядке. Это не доказательство в чью-то пользу, но это честное наблюдение. Информация обычно указывает на чей-то разум. С точки зрения чистой логики у нас есть как минимум два базовых сценария. Первый. Все это – результат очень длинной цепочки случайных химических процессов, подправленных естественным отбором. Второй. Есть некий разумный источник, как минимум на уровне информационного поля, который задает структуру языка и законов. Оба варианта – модели. Оба невозможно прямо доказать, так же, как мы доказываем, что вода состоит из H2O. Мы наблюдаем микроэволюцию, изменения внутри вида, перетасовку уже существующей информации. Цвет глаз, длина лап, устойчивость к среде. Но возникновение самого языка ДНК, переход от бесструктурной химии к коду – это область гипотез. Кто-то честно верит, что случай и отбор достаточно сильны, чтобы объяснить даже это. Кто-то считает, что без какого-то уровня разума картина просто не сходится. И то, и другое – вера. Просто одна называется научный натурализм, а другая – разумный замысел, Бог, источник, информационное поле Вселенной, как угодно. Есть тонкий момент. Как только мы задаем вопрос, кто создал ДНК, мы автоматически ставим себя снаружи этой истории. Как будто есть мы, наблюдающие, и где-то там Бог или природа, которые что-то придумали. Но честный взгляд такой: мы сами – часть этого кода. Наш мозг, который размышляет о происхождении ДНК, тоже построен по этому же принципу. То есть сам вопрос задается тем самым железом, на котором идет программа жизни. И вот здесь возникает третий уровень. Не только создал ли Бог ДНК, но и почему внутри нас вообще возникла потребность спрашивать об этом. Почему нас не устраивает ответ «ну просто так получилось». Почему, глядя на этот уровень сложности, человек чувствует либо восхищение, либо внутренний протест против идеи слепого хаоса. Возможно, это и есть самое важное. В тебе уже встроено ощущение, что за этим всем стоит какой-то порядок, как минимум на уровне смысла. Назовешь ли ты его Богом, симуляцией, разумом Вселенной или глубинным полем информации, это уже твой личный язык. Мы можем годами спорить о теориях, но факт остается фактом. В каждой клетке твоего тела двухметровый код, упакованный в пространство меньше пылинки, который безупречно читается, копируется и ремонтируется миллиарды раз за твою жизнь. И, возможно, главный сдвиг здесь не в том, чтобы выбрать правильную теорию, а в том, чтобы увидеть: ты уже живешь внутри чего-то невообразимо более сложного, чем любая наша модель. Напиши в комментариях, как тебе ближе это видеть сейчас. Как игру случайностей или как чью-то работу. И главное, меняется ли что-то в твоем отношении к жизни, когда ты понимаешь, насколько все это тонко устроено внутри одной единственной клетки.